Доброе утро. 6 утра. Горы Далат. Город Далат. Вьетнам, страна. У нас сегодня где-то третий-четвертый день поездки. Я уже там немножко запутался. Сегодня интересные планы тоже. Мы хотим поехать посмотреть тут местные водопады красивые, должны быть в горах. Также там пару других мест, которые я лучше оставлю сюрпризом. И потом, в конце концов, едем к Вове домой. Тут часов 6-7 отсюда. Вовка живет. Так что посмотрим, как русские живут во Вьетнаме. Так что я знаю его семью, тоже не дождусь. Посмотрим. И сегодня такой у нас будет насыщенный день. Хотел также напомнить, что мы все-таки в горах, и погода сегодня не типично вьетнамская, а у нас где-то 15-14 градусов сейчас. Птички поют, прохлада, везде сосенки наши любимые. Ну, к вечеру мы спустимся, и будет по-другому. Вот эта вся улочка у них очень такая дорогая, и эти отели считаются одни из самых дорогих, так как Далат — это один из самых дорогих городов во Вьетнаме. Поэтому дорога такая брусчатка, и как видите, все тут чистенько, шлагбаум, и цветы, и вообще на Вьетнам не похоже. Так, господа, мы приехали на эти водопады ихние, и такая коммерческая развода, извиняюсь за мат, что даже стало неприятно. Вот, поехали обратно. Окей. Если где-то увидится Россия кофейню, я остановлю. Отлично, давай. Веди караван. Да, сейчас я включил камеру вам показать сам город Далат. Мы в нем были вчера, но ночью. И город сам не так посмотрели, только их базары и места, где людно. Это один из самых дорогих городов во Вьетнаме, считается. Это тут нормально. По сравнению с Хо Чи Мином, я бы сказал, это даже light трафик. Бля, грузовик какой не позволяет мне проехать, козлина. Но все равно его обгоним. Самая-самая верхняя точка. Заметьте, как мало людей тут и как много внизу. Знаете почему? Не каждый доедет. Дорога была интересная очень. Но, то-то такого стоит. Посмотрите на эту красоту. Ох. Ну, вот так верхушка земли выглядит во Вьетнаме. Хотя в северном Вьетнаме есть еще повыше горы. Есть одна гора где-то 3500, по-моему, 3800, что-то такое. Но так, чтобы доехать, чтобы дорога была и проезд, по-моему, это максималочка. Еще раз всем привет. Хочу показать, куда мы все-таки доехали. Это самая-самая высота этой горы. Вот эти флюгеры, про которые я вам уже рассказывал, дороги. И вот, можно немножко. И вот тут немножко видно облака отсюда. Так, закладываемся. Спустились с гор, отдыхаем. Холодный кофе, холодный чай. Тут, кстати, во Вьетнаме я заметил два типа ресторанов. Либо только кофе подают, либо только суп и там немножко риса. Если заказываешь рис, это значит обед. И там мясо и все остальное к нему идет как гарнир. Все наоборот. И, допустим, в кафешках нету никакой еды никогда, а в ресторанах нету никакого кофе и даже близко. Странно. У меня, кстати, здесь бизнес-идея родилась. Совместить. Ну ладно. Добрый день, господа. Мы только что остановились попить кофейку. Наконец-то съехали с гор. И я спросил у нашего навигатора Вовы, где мы находимся, и получил очень адекватный ответ. Вов, напомни, что ты сказал? Да хрен его знает. Правильно, хрен его знает. Ну вот, едем
В правильном направлении, значит. И этот красавец тут едет. Это, по-моему, поворачивает. И так и живем. Слова линии тут тоже, естественно, нету. Ну и нахрен это нужно. Красивейший океан. Скалы. Народу мало. Другой Вьетнам. Так, я не могу не отметить такой красоте. Коль мы сюда так долго ехали, это океан, как вы видите. Это я, как вы видите, доехал до океана. И вот это Вова тоже доехал, да. И заодно ищем сейчас бензин, так как у нас с обоих его нету. Ну, пусть сопутствует нам удача, да? Ура! Красиво, очень красиво. Смотри, мы чуть совсем не доехали здесь. Кайтеры, такая кафешка там все. Там пора. И бензоколонка! Ура, ура! Ура, ура! Долгожданная наша бензоколонка. Ну вот такое вы редко где увидите. Привет, красавец! И он еще и привязан здесь, чтобы не уходил, наверное. А не привязан-то. Привет! Вот все как красиво, чистенько. Ну и весь. То, друзья, сделали очередную остановку. Смотрите, у меня я уставший, потный. А на океане сейчас я вот зашел в кафешку, чтобы ветра сильного не было. А ветер тут очень сильный, и за счет этого случается вот такое. То есть, как вы поняли, тут кайтсерфинг. И, по-моему, я столько людей просто еще не видел. Как они только не запутываются, я не знаю. Перекусили и остановились в такой серф-шоп называется. Но это был 100% русский серф-шоп. Все кругом были русские, русскоговорящие. И посидели, отдохнули, отошли, можно сказать, от поездки. И опять в путь, и опять в бой. Да, господа, у нас еще одна остановочка. Я очень рад, что мы остановились. Сейчас я вам покажу, где. Вот такая бухта. Как вы заметили, во Вьетнаме практически все лодки синего цвета с красной кормой. Мы спросили у искусственного интеллекта, почему так. И ответ нам был дан, что... Мы думали, что краска дешевая синяя, но нет. Потому что тут солнечно, и как бы солнце не так вредит корабль, судно, если он покрашен в правильный цвет. Ну, как бы нам такой ответ дали. Я все равно думаю, что это из-за того, что синяя краска тут дешевле. Это очень красиво. Красивейшая горная дорожка спускается серпантином прямо к океану. Место вышли на океан. Сейчас обязательно нужно искупаться. Вот хотел показать. Вот это вот типичная вьетнамская помойка, и она везде. Они кидают мусор везде, останавливается машина прямо на дороге и выкидывают, и все. Ну, такие они свиньи. Господа, наконец-то у нас океан. 3-4 дня мы были в поездках, на 7-м поту, как говорится. А сейчас океан! Вовка! Сейчас окунемся. В таких ситуациях я, к сожалению, был.
Наконец-то! Океан! В общем-то, опять попали в город, в трафик. Ну, такой не сильный, но для Вьетнама нормальный. Ну, как красиво слева, посмотрите. Друзья, немножко раш-аура, немножко сумасшедшего дома. Ну, наконец-то приехали, и посмотрите, какая прелесть. Такой маленький, да, тут первый Мерседес, ты видел, вот стоит. Симпатичный домик, вот тут живет Володя. Цветы везде, красиво, народу нету. Очень приятное место. Господа, я очень благодарен за гостеприимство моих друзей. Хочу показать просто это уютное гнездышко, если можно так назвать, 4-комнатное уютное гнездышко. Сейчас делаем маленький тур. Тут идет лестница на все уровни. А на каждом уровне еще по 2 комнаты. И, можно сказать, у каждой комнаты по своему офису. Вот living room. Маленький такой фронт-ярд, где можно поставить мотоциклы, мотороллеры. Ну, так и сделали, кстати. Очень уютно, очень симпатично. Еще раз спасибо, ребята. Только помылся, я просто хотел показать, что чуточку подгорело. Такие же коленки. И вот у меня боксерские перчатки, можно сказать, а не руки. Ну и шейка немножко красная. Все нормально. Завтра буду окей. Так, ну мы зашли в местный ресторанчик по сушам. Хочу показать, очень чисто, очень гламурно, очень красиво. Вот мы идем в бус. Просто меню здесь. Да, это толщина этой книжки, все по картинкам. На русском языке, как видите, тоже все. Я заказала 2 рола.